Всем привет, это Александр, канал «Читаем для вас» и вторая часть обзора книги Билла Бонстеттера и Джуди Сьютер «Универсальный язык-диск». В первом обзоре мы разобрались в том, что же такое язык-диск, и рассмотрели составляющие первого чистого стиля красного D – Dominance. Во втором обзоре рассмотрим два следующих стиля и начнем с I – Influence – влияние. Эмоция стиля I – оптимизм. Чем выше уровень I, тем более оптимистически настроен человек. Люди с высоким I верят в то, что не существует невозможного. Эта крайняя степень оптимизма может никак не основываться на реалиях. И наоборот, люди с низким уровнем I в профиле имеют тенденцию быть пессимистично настроенными и относиться ко всему со скепсисом, требуя доказательств. Основные характеристики людей желтого типа I. Они имеют потребность в общении. Потребность нравится. Они вовлечены и они эмоциональны. Наблюдаемые признаки желтого типа I. Это экстраверты, ориентированные на людей. Они уклончивы, они стремятся получить веселье, опыт, они ценят доверие. Как ведут себя люди желтого типа I? Покупки. Они быстро принимают решения, покупают броские вещи, покупают импульсивно. Обстановка в офисе. Современная, много сувениров. Жестикуляция, много широких жестов, богатая мимика. Разговоры по телефону. Длинные, сильно изменяют тон при разговоре. Личная беседа. Многословные, говорят подолгу. Много личных деталей, могут плохо слушать других. Что могут дать личности желтого типа I команде? Оптимизм и энтузиазм. Творческий подход к решению проблем. Хорошее чувство юмора. И они способны урегулировать конфликт. Идеальная обстановка для желтого типа I. Задания, подразумевающие общение с людьми. Руководитель, с которым они могут общаться напрямую. Свобода от контроля и чрезмерной детализации. Как общаться с людьми желтого типа I? Старайтесь поддерживать их мечты и намерения. Оставьте время на то, чтобы поболтать. Говорите о людях и их целях. Интересуйтесь их мнением. Уделите время, чтобы приободрить их или просто пошутить. Что мотивирует людей желтого типа I? Популярность и признание в обществе. Свобода общения, люди, с которыми можно поговорить. Благоприятная обстановка на работе. Общение с коллегами вне работы. Возможные слабые стороны людей желтого типа I. Они могут действовать импульсивно, по велению сердца. Могут быть недостаточно внимательны к деталям. Они склонны иметь трудности с планированием и управлением временем. Не всегда слушают собеседника. Следующий стиль, который мы рассмотрим в этом обзоре – S – Steadiness – постоянство. Эмоция стиля S – неэмоциональность. Почему же неэмоциональность? Люди с высоким S от природы склонны скрывать свои эмоции. Сильная сторона этой черты в том, что люди с высоким S могут слаженно работать в команде, несмотря на личные переживания. Слабая сторона – то, что скрываемая эмоция не идет им на пользу ни умственно, ни физически. Основные характеристики людей зеленого типа S. У них есть потребность быть полезным, они верны, они терпеливы, они настроены на долгосрочные отношения. У них есть стремление завершать начатое, наблюдаемые признаки зеленого типа S. Это интроверты, ориентированные на людей. Они уклончивы. Их привязанность чрезмерна. Они стремятся получить стабильность. Как ведут себя люди зеленого типа S? Покупки. Медленно принимают решения, предпочитают традиционные проверенные товары. Обстановка в офисе, семейные фотографии, домашняя атмосфера. Жестикуляция. Будут жестикулировать, но не будут широко размахивать руками. Разговор по телефону. Ведут теплые разговоры, дружелюбные и заинтересованные. Личная беседа. Теплые, тактичные, вначале слушают, потом говорят. Что могут дать люди зеленого типа S команде? Они усердно трудятся на благо общего дела. Они прекрасные слушатели. Они терпеливы и способны сочувствовать. Идеальная обстановка для зеленого типа S. Внимание и признание заслуг. Поощрение за успешно завершенные дела. Стабильная и предсказуемая среда. Ситуация, при которой есть время подготовиться к переменам. Как общаться с людьми зеленого типа S? Терпеливо узнавайте их цели и идеи, слушайте и будьте отзывчивы. Говорите о проектах спокойно и мягко, опирайтесь на логику.
Двигайтесь спокойно, старайтесь не вести себя слишком формально. Предоставляйте им гарантии. Что мотивирует людей зеленого типа S? Ощущение себя членом команды. План, которому можно следовать. Признание заслуг. Желание работать в маленькой группе людей, завязывать отношения. Возможные слабые стороны людей зеленого типа S. Они могут воспринимать профессиональную критику как личное оскорбление. Они могут скрывать свои чувства, не обсуждать их даже при необходимости. Создают иллюзию того, что они совсем согласны. Могут быть слишком требовательными к самим себе и слишком долго застревают в какой-то ситуации. Чтобы начать эффективно общаться с людьми, описанными в этой части обзора, делайте следующее. Запомните основные характеристики высокого уровня I и S. Напишите список тех, кто, как вы считаете, относится к типу поведения высокого уровня I и S. Адаптируйте свой стиль общения, чтобы эффективнее общаться и лучше понимать людей с высоким уровнем I и S. Знакомясь с новыми людьми, используйте приведенные выше определения и выделяйте тех, кто может принадлежать к типу с высоким уровнем I и S. Еще больше рекомендаций и примеров можно найти в самой книге. Прочитайте ее целиком. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с тем, кому оно может быть полезным. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!